Я заметил то, что когда ко мне приходят гости, как это получается, я не знаю, они как-то мимикрируют под меня, если я там в какой-то бордовой одежде, они тоже какой-то бордовый. Вот я сегодня синий, и тут уже синий. Для начала тебя представлю, у нас сегодня в гостях Лилия, библиотекарь библиотеки Екатеринговская. Давай ты, наверное, немного раскроешь вот эту ситуацию касательно своей должности. Я периодически еще замещаю заведующую, поскольку я уже довольно-таки долго там работаю. Я никогда не мечтала быть библиотекарем, но, с другой стороны, какого-то плохого отношения к библиотекам у меня никогда не было. И когда я закончила университет, там, поработав в некоторых местах, даже у меня была идея уехать в Германию, поскольку у меня там бабушка жила. Но там не сложилось, я вернулась, думаю, куда пойти работать? Вот вроде моя одногруппница работала в библиотеке, почему бы не пойти? Кроме всяких бумажек, это очень творческая работа, потому что есть выставочное пространство, где там можно себя как художник проявлять и все это выставлять. Можно организовывать мероприятия. Я, например, еще, поскольку я культуролог, я знаю очень много классных книг, да. В какой-то момент библиотеки в Петербурге начали ремонтировать, наверное, года 3-4 назад. Есть федеральная программа реновации библиотек. Нас по этой программе отремонтировали в 2018 году. Это сделали очень хорошо, мне кажется, то есть видят в библиотеке, это сделали очень классно. Заметила ли ты какую-то разницу в работе по наполняемости библиотеки до вот этого всего и после? Потому что там же было много изменений, помимо ремонтов, там как-то объединили много библиотек между собой, дали доступ в Литрес всем людям, которые тут из библиотеки. И вот как-то это привело к какому-то подъему посещаемости? Конечно, да. У нас в библиотеках еще и мероприятия проводятся, и люди стали чаще приходить на мероприятия, потому что они стали качественнее, у нас появилась сцена, появилась возможность приглашать хорошие театры с хорошими спектаклями. У нас проходят кинофестивали, мы совместно с каналом Санкт-Петербург проводим эти кинофестивали. Вот после ремонта, когда, в принципе, обеспечили, на мой взгляд, практически все. Вот я сказал слово «практически» и хочу вот как раз спросить, чего, как ты думаешь, еще не хватает библиотекам? Или конкретно вот вашей библиотеке, в которой ты работаешь? У нас проблема с тем, что мы находимся так достаточно странно, то есть от нас далековато метро. Когда человеку говорят, что вот улица Циолковского, они не понимают, где это. И многих это останавливает. У нас очень много в районе коммуналок, очень много людей, которые выезжают из этих коммуналок. Соответственно, у них нет, даже если они приходят в библиотеку, у них нету такого, какой-то вот ценности, что вот книги. Они многие уезжают и не возвращают книги. То есть правильно я понимаю, что ответ в том, что не хватает культуры у читателей библиотеки? Это просто у людей ушла вот эта ценность книги. Когда мне мама рассказывает, как они там собирали ветошь, макулатуру, чтобы получить там собрание сочинений или какую-то книгу, которую им очень хотелось почитать, они до сих пор не могут выкидывать книги. Они, если там видят на помойке книги, они тащат домой. А сейчас у людей этого нет. Так, ладно, давай немного на более такие легкие темы поговорим. Софокл, Вергилий, Гомер. Ничего себе, более легкие. Да, они писали на достаточно простом языке. И при этом вот этим языком они смогли написать произведения, которые просто пронзили вообще весь литературный мир насквозь, и по сей день люди, которые не читали их произведения, они все равно так или иначе читают их в современных авторах. Соответственно, вопрос. Поскольку литература является искусством словосложения, есть ли необходимость у литературы пользоваться всей глубиной и богатством языка, на котором автор пытается написать? Или можно как-то обходиться более простым языком? Мне кажется, все зависит от задач. Мы все равно люди своего времени. И это будет заметно хоть как. Смотря что писать, как, чего хочется, да. То есть хочется человека погрузить в какие-то мысли, сомнения,
Хочется писать для людей, которые более развиты интеллектуально, да, которые готовы проникать в этот сложный текст, там, в ткань этого текста, пробираться, там, которым интересно это все. Или же это беллетристика, которая для всех. Продолжая эту тему. Можно ли сказать то, что с точки зрения современного человека вот произведения как раз тех эпох являются сложными? Ну да, безусловно, потому что там есть лексика определенная, и человек, натыкаясь на неизвестное слово, он уже теряет какую-то часть информации. Я люблю Википедию, очень многие знают, что любят Википедию. Как ты относишься к Википедии? Ну, когда не было Википедии, были какие-то другие энциклопедии, которые были у всех под рукой, но не было интернета. Ну вот как бы ты ответил на критику Википедии, наиболее частую, которая гласит то, что любой может зайти и написать статью в Википедии. Ну, почему-то не любой, далеко не любой это делает. В любом случае также могут и поправить эту статью, да. Все равно Википедия это такая штука, ну, ты просто узнаешь какую-то информацию, если ты хочешь узнать что-то более подробное, конкретное, ты уже начинаешь дальше копать. Все равно все факты потом сопоставляются у тебя. Веришь ли ты в судьбу? Нет, пожалуй, нет. Хотя раньше я во все это верила, ну не во все, но в некоторые такие вещи верила, потому что иногда происходят какие-то необычные вещи в моей жизни, которые меня удивляют. Иногда такой идешь, думаешь, да, блин, уже все понятно, и это я знаю, и то я знаю. А потом с тобой такое что-то происходит, и ты такой, ну нифига себе, вот этого я никак вообще не думал, что может произойти. Соответственно, ты думаешь, что жизнь никак не предопределена ранее? Ну, нет, она может быть предопределена, если человек живет все время в каких-то замкнутых условиях. Для тебя? Для меня нет. 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 Соответственно, ты живешь в хаосе. Или как ты определяешь? Нет, я не живу однозначно в хаосе, и многое зависит от моей воли все-таки, да, от моих решений. Вот. Некоторые события, которые с тобой происходят, непредсказуемы. Я бы даже сказал, большинство событий, которые с тобой происходят, Нет, непредсказуемы. это не Нет? так. Нет? Нет. Поэтому я не верю в судьбу, там какую-то не надеюсь, я стараюсь делать выбор сама и понимать, что я ответственна за то, что я делаю, за свой выбор. Вот ты садишься в автобус, и в этот момент, когда садишься в автобус, ты доверяешь свою жизнь водителю автобуса. Как в этой ситуации можно говорить о том, что твоя жизнь вот в этот период, вот этой поездки не является хаосом? В большинстве случаев это все-таки не хаос. Да, может случиться, есть вероятность, которую там можно вычислить, что может произойти какая-то вот катастрофа. Она достаточно большая. В Петербурге достаточно Петербурге, аварийная да. ситуация. Но мы про тебя и говорим, ты живешь в Петербурге. Мы же в Петербурге, я надеюсь. Тут как бы два варианта. Ты либо сходишь с ума, начинаешь рвать на себе волосы, либо понимаешь, что, ну, блин, да. Ну, кстати говоря, да, это происходит часто. И просто ты начинаешь действовать, исходя из сложившейся ситуации. Хорошо. Какой-то человек абстрактный говорит, вот, я люблю там, моего ребенка, я люблю вот эту рубашку, я люблю этот город, я люблю там, вот этого человека, например. Вот. Он произносит одно и то же слово, но при этом описывает немного разные чувства. Вот как бы ты вот так вот сформулировала для пришельца какого-то вот это слово «любовь»? Ну, не знаю, когда ты что-то любишь, это что-то прям, что тебя преображает. Наверное, как-то так. Ну, это хороший ответ. Так, ну ладно, тогда расскажи еще немного про библиотеку, приглашай людей в библиотеку. Да, приходите, у нас можно взять бесплатный литрес и куча классных книг, даже те, которые вы не ожидали увидеть в библиотеке. Здесь будут ссылки на... Что это будет? Будет ссылка на вашу группу ВКонтакте, да? Будет ссылка на ваш Инстаграм. Да, и на сайт библиотеки. И на сайт библиотеки. Все это прекрасные ресурсы. Спасибо большое, Лилия, что пришла. Спасибо большое за вопросы. Еще увидимся. И с вами тоже увидимся в следующих программах. Обязательно. Мы увидимся.